Всем привет! Меня зовут Ксюша. Это видео будет посвящено акриловой венецианской штукатурке. И я наконец-то покажу, как делалась моя стена, на которой закреплен образец. Как обычно, я уже укрыла все, что можно испачкать пленкой и малярным скотчем. Далее первый этап – нанесение кварцевого грунта, в составе которого содержится мелкий песок, который необходимо распределить по поверхности равномерным слоем. Для этого я буду использовать валик с длинным ворсом. Берем грунт, наливаем в ванночку, набираем материал. В этом процессе нанесения нет ничего сложного. То есть наносите на поверхность равномерным слоем, хорошо раскатывая. Главное не допускать проплешин, чтобы везде все было укрыто. Я нанесла кварцевый грунт. Сейчас поближе покажу, какую шагрень он создал. Теперь подождем полного высыхания грунтовки. Это займет часов 5-6, а потом покроем ее сверху с серебром. Поверхность наша полностью высохла. Теперь берем серебристую краску и наливаем ее в ванночку. Выбирайте серебро как можно более плотное, чтобы оно не было полупрозрачным и укрывало хорошо поверхность. Серебро хорошо подчеркивает рельеф поверхности. В дальнейшем это будет наш базовый цвет. Если серебро укрывает плохо, можно поверхность прокрасить в 2 слоя. Мы нанесли серебро, оно подчеркнуло все песчинки. Перед нанесением подобных материалов проверьте поверхность на отсутствие сколов и царапин. Если таковые есть, заделайте их до выполнения основных работ, иначе серебро подчеркнет все эти дефекты и изъяны. А сейчас мы подождем, пока высохнет серебристая краска. Это займет часа 1,5-2. Серебро наше высохло. Теперь самое интересное – создание островков из акриловой венецианской штукатурки. Для этого я ее уже заколеровала в 3 оттенка серого: светло-серый, средне-серый и темный. Наносить я ее буду с помощью кельмы и пары шпателей, а также мне потребуется строительный фен. Беру средний цвет, набираю его на кельму. Накидываем небольшое количество венецианской штукатурки. Наносим средний цвет венецианки островками, двигаясь по диагонали. Делайте островки того размера, который вам необходим. Наношу я его с наплывами. В дальнейшем я покажу, для чего они. Наносим еще один крупный островок. И также на нем не забываем оставлять наплывчики. Теперь берем строительный фен и начинаем сушить венецианскую штукатурку. Сушим ее до той степени, пока она не начнет трескаться.
Продолжаем наносить штукатурку, создавая островки. Можно растянуть в сторону, чтобы получались вот такие вот мелкие крапинки. И еще сделать наплывы. Продолжаем делать островки. Размещаем их как можно хаотичней. Иногда их лучше соединить между собой. То есть этот с этим я соединила. Берем строительный фен и опять подсушиваем поверхность. При таком нанесении декоративной штукатурки можно никуда не торопиться и заполнять всю поверхность частями. Делаю небольшой островок снизу. Берем строительный фен и опять подсушиваем поверхность. Беру маленький шпатель и кое-где добавляю мелкие островки. С легким нажатием двигаюсь шпателем. Первый слой венецианки нанесен. Теперь нужно дать ему высохнуть в течение суток. Наши островки полностью высохли. Теперь их необходимо слегка прошкурить. Для этого я беру 240-ю наждачную бумагу и прошкуриваю места, где остались очень грубые наплывы. Следующий этап – нанесение второго слоя венецианской штукатурки. Для этого мне потребуется самый светлый цвет. Беру совсем небольшое количество штукатурки. Наносить мы ее будем на сдир поверх предыдущих островков, перекрывая их полностью. Хорошим нажимом, чтобы были более темные прожилки. Набираем еще материала.
С первым островком мы закончили. Сейчас я поподробнее расскажу, как я двигаюсь инструментом, заполняя следующий островок. То есть сначала мы движением более прижимным к поверхности добавляем венецианку целиком. Потом я сдираю излишки, наношу следующий участок, заполняю и излишки убираю. Также заполнила и убрала. Периодически отмывайте инструмент влажной тряпкой и возвращайтесь к предыдущему, уже готовому островку, для того, чтобы его подглинцевать. Набираем еще материала. Смотрите, как подчеркнулись все трещинки, которые получились с помощью фена. Сейчас я буду заполнять последний островок вторым слоем. Закончили наносить светло-серый цвет. Теперь берем самый темный и кое-где добавим мелких крапинок с помощью морской губки. Удобнее венецианскую штукатурку сразу набрать на кельму, а потом с нее на морскую губку. В тех местах, где очень много серебра, я добавляю крапинки более темного цвета. Легкими движениями веду по краю островка. Снизу я доделала. Теперь перемещаюсь в центральную часть, добавляю крапинки в те места, где светлая венецианка. Крапинки добавили. Теперь нужно подгладить их, пока они не высохли. Закончили нанесение венецианской штукатурки. Теперь подождем ее полного высыхания, а потом покроем специализированным воском. Беру воск для венецианской штукатурки, наносить я его буду обычной губкой. Чтобы это было легче делать, я его предварительно разбавила водой. Натираю круговыми движениями, стараюсь захватывать только островки. После того, как нанесли воск, нужно подождать минут 15, чтобы он впитался. Потом берем мягкую ткань и подполировываем. Все готово. Теперь осталось только снять скотч с краев образца и подвести итоги. Мне удалось практически точно повторить венецианскую штукатурку, что на большой стене, хотя декорировала я ее года 3 назад.
Там использовались материалы других производителей. Это и внесло различия в получившийся результат. Но главное, что показанная техника нанесения была точно такой же, как и в работе на стене. Кроме последнего этапа – нанесения воска. На большой стене я не стала добиваться глянца и оставила венецианскую штукатурку без полировки. В обоих случаях венецианка на акриловой основе и при нагреве дает похожие трещинки, которые получается выделить за счет нанесения второго слоя в другом оттенке серого. Это мой любимый этап. Думаю, вам понравилось наблюдать за процессом растрескивания штукатурки. Серебристая окраска тоже немного отличается от оригинала, но все равно замечательно подходит к серым тонам венецианской штукатурки. Такие цвета хорошо сочетаются между собой, смотрятся гармонично и со временем не надоедают. По прошествии пары недель полностью привыкаешь к такому декору, и кажется, что он был на стене всегда. Только гости проявляют неподдельный интерес и расспрашивают, что, как и из чего. Теперь хоть вместо лишних слов можно это видео показать. Надеюсь, вам понравилась моя работа. В следующем ролике сделаю более контрастный вариант венецианской штукатурки с трещинами и заглинцую ее до зеркального блеска. А на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии с идеями для новых видео. До новых встреч на канале Креативный слой.